Здравствуйте! Сегодня у нас будет заточка кухонного ножа от компании Opinel в точилке Blitz версии 360. Немного о ноже. Длина клинка составляет порядка 10 см, толщина по обуху 1 мм, сведение где-то 0,1-0,2, сталь на клинке Sannevik 12C27 с высокой коррозионной стойкостью, прокатная нержавеющая сталь. Твердость стали составляет 56-57 единиц по Роквиллу. Нож у нас абсолютно новый, им еще ни разу не пользовались. Давайте проверим его рез на газете. Как вы видите, он с таким хорошим хрустом и немножко рвет газету все-таки. Произведем тест на устройстве BESS. 280 грамм. В микроскопе сейчас вы наблюдаете грубую заводскую заточку, характерную для гриндера. Из-за того, что нож у нас довольно-таки короткий, мы сдвинули губки ближе к центру на рамке точилки Blitz. И для заточки мы будем использовать всего лишь два камня. И это у нас будет Arkansas Hard и Arkansas Black. Универсальный упор помогает нам устанавливать любой природный камень, даже имеющий какие-то неровности. Заточку мы будем начинать с грубого камня Arkansas Hard. Гритность его равняется около 800 грит. Так как камни природные, у них нет постоянной гритности, поэтому это всегда плюс-минус. Толщина его равняется 6,5 мм, поэтому выставляем толщину на компенсаторе толщины абразива и будем выставлять сейчас угол заточки. Обнуляемся на держателе абразива. Устанавливаем угломер на площадку для электронного угломера и добиваемся угла 18 градусов на сторону или 36 общий. После того, как мы выставили угол, наносим масло для заточки на Arkansas. Немножко размажем по самому камню и приступаем к заточке. После того, как мы начали чувствовать заусенец по всей РК, можно перевернуть нож на другую сторону. И протачиваем с обратной стороны. Arkansas Hard работает не очень быстро, но вполне адекватно своей зернистости. Также, чтобы не завалить кончик ножа, можно его немножко поддерживать пальцем. Под микроскопом сейчас вы можете наблюдать результат заточки Arkansas Hard. Присутствует небольшая риска, но режущая кромка значительно ровнее, чем заводская. Устанавливаем следующий камень Arkansas Black. И чтобы ускорить нашу заточку, мы добавляем масло и поверх масла пасту Luxor белую. И прямо по заусенцу начинаем уменьшать риску. Arkansas Black по своей шероховатости равняется 2-3 тысячам грит. Точно так же, как у нас начал появляться заусенец, переворачиваем нож и убираем его с обратной стороны. Можно очистить камень от шлама и пасты Luxor. И будем работать уже чистым Arkansas, только с маслом. Также уберем весь шлам с нашего ножа. Ну и, конечно, снимаем заусенец. Под микроскопом мы видим чистую РК и небольшие разводы от масла. Также, если приглядеться, просматривается небольшая риска. Естественно, чем дольше мы работаем Arkansas, тем лучше. Мы добились зеркального и довольно-таки узкого подвода на ноже. Посмотрим, сколько покажет нож на устройстве BESS. 30 грамм. Проверим рез на газете.
Нож отлично режет. Фигурный. Природные камни Арканзас можно купить на нашем сайте, так же как и пасту Люксор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.